Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок? Поехали! Сегодня у меня в качестве клиентки одна из дочерей моих регулярных клиентов. То есть у нас довольно-таки молоденькие ручки. Ручкам, правда, уже 16. До 16 я не рекомендую что-либо делать на ногтях наших людей, потому что до 16 лет формирование ногтевой пластины не до конца закончено. Если мы в этот этап сделаем что-то неправильно, то дальнейшие ногти могут формироваться неправильно. Что же мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем делать небольшое удлинение свободного края при помощи полигеля. То есть мы будем наращивать полигелем, но без использования бумажных шаблонов. То есть без использования форм. Мы просто так на воздух вытянем длину для нашей клиентки и на этом остановимся. Тем не менее, подготовка натурального ногтя у нас происходит как обычно. Нам необходимо запилить ноготь пилочкой. На этом этапе нам нужно обратить внимание, что нажим на пилку у нас идет минимальный. Нам нужно буквально-таки взрыхлить верхнюю часть ногтя, но ни в коем случае его не пропиливать. Далее при помощи апельсиновой палочки мы отодвигаем кутикулу, вычищаем птериги, наносим праймер, базовый гель. Все это обеспечивает сцепку между нашим ногтем и будущим материалом. Все уже из вас знают, что плохо зачищенные птериги – это первая причина отслоек. Вообще, на самом деле, причин отслоек всего две. Плохо зачищенные птериги и плохо опиленный материал после выкладки. Все, больше причину отслоек не бывает. Поэтому, если у вас в этом месте проблема, если у вас материал не держится, обратите внимание именно на эти два этапа. Не забывайте о том, что птериги находятся не только под кутикулой, но и в районе боковых валиков тоже. Ну а теперь переходим непосредственно к моделированию. Берем капельку полигеля, полиматериала, раскладываем ее таким образом, чтобы у нас вывесился часть материала за пределы свободного края. То есть кисточкой мы прямо на воздухе вытягиваем материал. Конечно же, в данном случае он у нас немножечко заливается под ноготочек. Нам потом нужно будет его оттуда достать. То есть нам нужно будет взять фрезу, взять фрезер и при помощи фрезера выпилить материал из внутренней арки. То есть будем поступать, грубо говоря, по логике верхних форм, когда мы верхнюю арку моделируем при помощи чего-либо, верхней формы, либо в данном случае кисти, а нижнюю арку будем формировать при помощи фрезера. Вот буквально двумя движениями кисточки у нас получается замечательнейший ноготочек. Подхватываем его в лампе буквально 5 секундочек, потому что если передержим, то при поджатии у нас пойдут белесые разводы. Поджимаем при помощи прищепки в точках роста. Не ставим прищепку на ногтевое ложе, иначе у нас у клиента создастся неприятные ощущения. И потом, после того, как смоделированы все ноготочки, при помощи фрезера убираем излишки материала. Нам останется только пилочкой все это подпилить. Итак, окончательное оформление наших ногтей при помощи пилочки. Собираем форму свободного края, собираем материал в верхнюю арочку. Все, наши ноготки на этом готовы. Благодаря тому, что мы не использовали бумажные шаблоны, благодаря тому, что мы делали наращивание без форм, у нас было сокращено очень много времени на постановку, подрезку бумажных шаблонов. Но, к сожалению, этот метод имеет свои ограничения. Большую длину вы так не сделаете, потому что большая длина на воздухе у нас держаться не будет. Ну а теперь переходим к дизайну ногтей. Как я говорила, клиентка у нас молоденькая девочка, поэтому мы ей будем рисовать дизайн в стиле аниме. Покрываем наши ноготочки нейтральным оттенком и потом на пальчиках рук мы будем вырисовывать дизайн.
Будем рисовать каких-то анимешных героев. Если честно, клиентка мне рассказывала, как зовут этих героев, но я забыла. Если вдруг кто-то с ними знаком, напишите мне в комментариях. На самом деле все это выглядело каким образом? Клиент показал мне картинку, с которой мы срисовали героев. Все очень просто. Для того, чтобы срисовать героя с картинки, не обязательно знать, как его по имени-отчеству кличут. Напоминаю, что клиентка была с мамой у меня на процедуре, поэтому в этом месте у нас получился разнобой с нашей мамочкой. То есть у меня клиентка захотела черные ногти. Ну вот хочется молодежи черного цвета, ну и в принципе он довольно стильно смотрится на коротких ногтях. Я ничего против этого не имела. Но мама наша была категорически против, поэтому мы вышли из ситуации таким образом, чтобы порадовать и клиентку, и маму. То есть мы сделали черные ногти под гель-лак кошачий глаз. У нас получились черные с бликами ноготки, которые понравились всем. Таким образом нам удалось учесть пожелания всех, и все остались довольны. Причем кошачьего глаза мы использовали несколько видов. Один вот такой вот желто-синий с золотой с зеленым отливом, второй сиренево-голубой. Как вы понимаете, клиентка была первый раз, ей хотелось всего и сразу, и все сразу на ногтях, поэтому мы делали таким образом, чтобы как можно больше вариантов сразу же накрасить. Самое сложное в рассеянном блике кошачьего глаза – это подобрать ту сторону магнита, который его рассеивает, а не забивает вовнутрь. Поэтому, как вы видели, первый раз у меня не очень-то получилось, поэтому я сразу же по-мокрому перекрасила свой ноготочек и, повернув магнит правильной стороной, сделала тот блик, который мне был нужен. Ну а теперь непосредственно персонажи. В данном случае персонажи у нас очень мультяшные, ничего сложного в их выполнении совершенно нет. Поэтому смотрим, наслаждаемся, я думаю, комментарии здесь излишни. Если же вдруг у вас останутся какие-либо вопросы, пишите, я обязательно на них отвечу.
На втором пальчике рисуем не менее мультяшного котика, тоже из какого-то аниме и, по-моему, даже из другого. То есть эти два персонажа, по-моему, из разных мультиков. Кто в этой структуре общается, напишите, права я или нет. И, кстати, вот такой вот кот будет замечательно смотреться на руках даже тех клиентов, которые не любят аниме, но при этом любят котов. Да, есть такая серия клиентов, которым аниме не нужно, но нужны коты. Вот вам котик, который будет всегда рад вашим клиентам, а ваши клиенты будут рады ему. Итак, вот такие вот ручки у нас сегодня получились яркие, красивые, бликующие разными оттенками, с разными мультяшными персонажами. Очень веселые, очень задорные, очень заводные. В общем, нам с клиенткой безумно понравилось, мама наша тоже оценила. Кошачий глаз на этих руках у нас переливается всеми цветами радуги. К сожалению, конечно же, камера нифига этого не передает. Я же надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Вы почерпнули для себя что-нибудь новенькое или вспомнили что-нибудь не менее хорошее, старенькое. Надеюсь, вы будете пользоваться сегодняшними идеями. Не забудьте поставить лайк этому ролику. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока.